Поздний вечер. Люди после работы уже разошлись по домам. Кто-то гуляет, но масс на улице нет. Именно в такое время Замира занималась своей работой. Она собирала в большой пакет мусор из уличных урн. Это была молодая узбечка, кроме школы никакого образования. Чтобы было на что жить, она работала дворником. В первой половине дня она мела улицы, а вечером очищала урны. Это ее участок, и она наловчилась убирать в такое время, чтобы, насколько это возможно, было минимальное количество людей. Район был не спальный, здесь находились магазины и рестораны, поэтому незамеченной не удавалось оставаться. Разве что совсем под утро убираться. Но это, конечно, было невозможно. Замира одевалась скромно, надевала платок на голову, чтобы не привлекать к себе внимания, но люди попадались разные. И этот день не стал исключением. Когда молодая девушка очищала урну, недалеко от ресторана ее окликнули. Замира посмотрела в ту сторону. Она думала, что это, как обычно, пьяные будут сейчас шуточки в ее адрес отпускать. «Да, ты! К тебе обращаюсь!» Возле ресторана стоял молодой кавказец с другом. Именно он обращался к девушке. Он не был похож на пьяного. Немного нервничал, отчего девушке стало не по себе. «Иди за мной», – потребовал он. Молодая женщина сделала шаг назад и огляделась, пытаясь понять, как ей лучше действовать. «Если сделаешь, как я скажу, сможешь хорошо поесть. На халяву», – более мягко сказал молодой человек. Это еще больше напугало Замиру. Она сжала мусорный пакет в руках и сделала еще несколько шагов назад. «Да успокойся», – нервничал парень. «Я не то имел в виду. Ты же узбечка?» «Ты так вообще испугаешь девчонку», – вмешался друг. «Давай я все объясню. Не съедим мы тебя, нам просто очень нужна помощь». И ей объяснили, что в ресторане сидит солидный мужчина. Они с ним ведут серьезные переговоры по бизнесу. У парней есть стартап. Инвестор заинтересовался, собирался инвестировать большие деньги. Но что-то не складывается с переговорами. Они рискуют потерять этот проект. А столько сил уже вложили. Если сейчас этот мужик сольется, то заново не вытянут. Понимаешь, мы рискнули, вложили все, что было, чтобы показать инвестору, что проект перспективный, объяснял ей кавказец. Его нужно двигать дальше, иначе все на смарку. Потеряем все, понимаешь? Понимаю, наконец заговорила Замира. Но не понимаю, чем я вам могу помочь. Он узбек, объяснил парень и выжидающе посмотрел на девушку. Замира растерянно смотрела на молодого человека. Правду, наверное, говорят, что кавказцы имеют какой-то особый шарм, что сводит девушек с ума. Вот и она не понимала, что он хочет этим сказать. Вроде не глупая, а смотрит на него непонимающим взглядом. А тот умоляющий на нее. «Не понимаю», – честно призналась молодая узбечка. Друг нервно хихикнул и принялся объяснять. Успокоил Замиру, что это не у нее проблемы с сообразительностью, это они не все разложили по полочкам. Разговоры с их будущим инвестором зашли в тупик. Они уже не знали, что делать. Вышли подышать воздухом, надеялись, что свежие мысли в голову придут. И тут увидели ее. Сразу подумали о том, что это их шанс. Друг кавказца быстро объяснял все Замире. «Это Дэнни», – он показал на кавказца, который оказался чеченцем. «Я Стас. Если наш инвестор узнает, что жена Дэнни узбечка, то это расположит его к нам. Мы тебя переоденем в классный наряд. Ты зайдешь в ресторан под видом моей жены, типа ключи забыла». Дальше продолжал Дэнни. «Когда этот тип узнает, что я женат на узбечке, он растает и поставит подпись. Согласна?» Спросил он и, не дожидаясь, начал ее убеждать. «Тебе вообще ничего не нужно делать. Только есть, улыбаться. Если что-то спросят, отвлеченно ответишь. Главное, чтобы не палить. Стас, звони Диане, пусть срочно что-то решит с ее нарядом». Поторопил он друга. «Подождите», – насторожилась Замира. «А что у вас за стартап? Я не хочу, чтобы это было что-то плохое». «Ты что?» – воодушевленно схватил ее за плечи Дэнни. «Это пушка. Мы создаем крутую коллаборацию для творческих людей. Там программисты, дизайнеры».
«Дэнни, побереги свои силы для нашего дяди», – остановил его Стас. «Девушке не надо все это объяснять, она не инвестор». И Замира согласилась помочь молодым предпринимателям. Дэнни так был воодушевлен, что она искренне верила, что они собираются сделать что-то крутое. Парни посадили Замиру на такси и отправили к своей подруге-стилисту. Та молодую узбечку по-быстрому приодела, причесала, макияж не понадобился, ее молодая кожа и так выглядела хорошо. В общих чертах девушка-стилист рассказала о Дэнни, чтобы Замира не накосячила. Потом липовая жена отправилась в ресторан. Дэнни со Стасом сидели за столиком, заметно нервничая. Тахир уже в который раз изучал информацию на планшете. По его выражению лица было ясно, что он не испытывает энтузиазма. В какой-то момент у Дэнни зазвонил телефон, и после короткого разговора он извинился перед мужчиной, сказав, что сейчас придет жена. Была на девичнике и потеряла ключи. Если Тахир не против, то она присоединится к ним. Тахир улыбнулся. Кажется, в тот момент он еще больше разочаровался в этих парнях. Стартап вызывает сомнения. Еще и жена у главного в этом проекте после вечеринки посеяла ключи. Видимо, он ожидал увидеть какую-нибудь расфуфыренную, слегка подвыпившую девушку. Через некоторое время в зал дорогого ресторана зашла Замира в шикарном платье и обуви на высоких каблуках. Стас толкнул Дэнни. Тот обернулся, и у него округлились глаза. Он сказал, что пришла жена, и, спотыкаясь, кинулся ее встречать. Девушка растерянно оглядывала зал, приглаживая на себе платье. Дэнни подошел к ней, что-то невнятно пробурчал, взял за руку и проводил к столику. Замира отродясь не была в таких заведениях. Ей хотелось все рассмотреть, но она не могла выглядеть простушкой. Ведь она жена этого богатого чеченца. Нужно вести себя естественно. Инвестор-узбек заметно приободрился, когда Дэнни представил ему свою жену. Он был рад, что ошибся в своих первоначальных суждениях. Кажется, сейчас только эти два узбекских посетителя чувствовали себя комфортно. Молодые предприниматели не находили себе места. Они нежно переглядывались, как будто чего-то опасались. А Замира с Тахиром мило беседовали о жизни, о литературе, искусстве. Дэнни только поддакивал и улыбался, когда узбек на него смотрел. «Давно вы женаты?» – спросил он у Замиры. Девушка смущенно опустила глаза и пнула ногой своего якобы мужа. «2 года уже», – поспешил ответить Дэнни. «Но у нас все еще впереди. Хоть разные национальности, но мы нашли общий язык. Замира – замечательная жена». «Да, любовь говорит на одном языке», – сказал Тахир. «Это хорошо, что между вами взаимопонимание. Если семья живет в гармонии, то она и процветать будет во всем. Многие мужчины могут хорошо зарабатывать, но немногие могут построить семью». Обстановка разрядилась. Молодые люди чувствовали себя более уверенно. А Замира отлично играла свою роль, не выдавая себя. Тахиру было с ней интересно общаться. «У вас такой голос», – улыбался он. «Наверное, вы красиво поете». «Нет, что вы», – засмущалась девушка. «Как жаль», – вздохнул узбек и разочарованно посмотрел на планшет. Чеченец напрягся. Кажется, снова их контракт висит на волоске. И он нечаянно пролил вино на платье жены. Извинившись, он быстро потащил ее в туалет отмываться. «Ты должна спеть», – сказал он девушке, пока та пыталась затереть пятно. «Ты что? Я никогда так не пела!» – отнекивалась Замира. После недолгих уговоров Дэнни пообещал ей 1 000 000, если она споет. Девушка растерялась, но, подумав, согласилась. Из туалета она вышла не к столику, а на небольшую сцену. Дэнни уже обо всем договорился. Заиграла музыка. Замира взяла микрофон и начала петь узбекскую песню. Ее так называемый муж чуть мимо стула не сел, услышав, как она поет. Хорошо, что товарищ вовремя подставил его ему. Все внимание Тахира было направлено на молодую девушку. Не только они были в шоке. У других посетителей ресторана тоже стали отвисать челюсти. Слушая эту миниатюрную девушку с очаровательным голосом, люди встали. Администратор ресторана быстро сориентировался. В зале выключили свет, оставив освещение лишь на сцене.
Непроизвольно люди начали покачиваться в такт медленной песни. Когда музыка затихла, народ зааплодировал. Это были богатые люди, они многое в жизни могли себе позволить, но это пение было для некоторых настолько трогательным, что они не могли сдержать слез. Замира вернулась за столик. Тахир благодарил ее за такой неожиданный подарок. Она скромно оправдывалась, что ей хотелось сделать приятное хорошему человеку. Она призналась, что это для нее был первый опыт, а обычно она поет, когда никто не слышит. Вечер подходил к концу. Партнеры снова начали живо обсуждать стартап. Инвестор подписал договор. После этого молодые люди оживленно рассказывали о своей команде, о первых шагах, которые они будут делать. На девушку уже никто не обращал внимания. И Замира незаметно встала из-за столика. Когда она только пришла в ресторан, то отдала пакет администратору. Теперь забрала его, переоделась и попросила отдать пакет мужу. Девушка исчезла из ресторана, оставив дорогую одежду, сложенную аккуратно в пакете. Все остальные, кажется, они забыли. Но это был действительно незабываемый для нее вечер. Она пришла домой к смертельно больной маме. Села возле нее и мечтательно смотрела куда-то перед собой. Мама ничего не спрашивала. Дочь ради нее бросила учебу, работает, чтобы прокормить мать. Женщина жалела свою дочь, но ничего не могла сделать. Мать была прикована к постели. Она бы с удовольствием дала дочери что-то лучшее, но сама нуждалась в лечении, на которое у них с Замирой не было денег. «Ничего, мамочка», — опомнилась девушка. «Скоро у меня зарплата. Начнем потихоньку лечение». А под утро ее разбудил чей-то крик под окнами. Замира выглянула из окна 9-го этажа. Это вопил вчерашний чеченец. Если он будет продолжать, то переполошит всю многоэтажку. «Замира, выходи!» – орал он, как школьник, который зовет свою одноклассницу на прогулку. Девушка выбежала на улицу, пока еще весь дом на уши не встал. «Ты чего, с ума сошел?» – нахмурилась она, подойдя к Дэне. «А что делать, если ты куда-то испарилась?» – недовольно сказал парень. «Всю ночь тебя искали». Оказалось, что ее уход из ресторана не остался незамеченным. Даже дело не в Тахире, который спросил, куда делась Замира. Дэнни – человек чести. Если обещал заплатить, то должен выполнить свое обещание. Вот только дурак не познакомился с ней ближе. Никаких контактов не было. С трудом удалось узнать, что живет вроде в этом доме. В какой квартире, естественно, не знали. Как еще нужно было ее искать? Не ждать же, когда она выйдет. Вдруг все выходные будет отдыхать. Вот, как и обещал. Парень протянул Замире деньги. Девушка смотрела на него с жалостью. Ей было обидно. «Дурак ты», — сказала она. Она собралась уходить. На самом деле ей почему-то хотелось реветь. Дэнни взял ее за руку. Начал что-то объяснять, что она им очень помогла, и миллион для него – это мелочи. Теперь проект пойдет, и все хорошо. Но на лице девушки выступили слезы. «Ты чего?» – растерялся он. Они некоторое время смотрели друг на друга, а потом он улыбнулся, поднял ее и закружил в утреннем рассвете. Они поняли друг друга. Замира тогда незаметно ушла из ресторана, чтобы не устраивать сцен прощания. Она бы точно заревела. Она думала, что для Дэнни она просто случайный инструмент и ничего не значит. На что еще можно было рассчитывать бедной узбечке, которая просто оказалась в нужное время, в нужном месте. А для нее это уже было больше, чем случайная встреча. К счастью, Дэнни сейчас тоже понял, что это больше, чем случайность. Он реально влюбился. В тот же день он позвонил Тахиру. Сказал большое спасибо за доверие, но он не может начинать свой проект с обмана. «Замира мне вовсе не жена», — признался он. «Если вы посчитаете нужным, можете аннулировать контракт». На другом конце провода рассмеялись. Узбек сказал, что он все понял еще в тот момент, когда девушка зашла в ресторан. Он сразу раскусил их спектакль. Не похоже, чтобы муж так сконфузился, когда увидел свою красавицу-жену. А когда еще сказал, что они 2 года женаты, мужчина точно убедился, что они не женаты. Конечно, есть случаи, когда каждый раз заново влюбляешься в свою жену,
говорил он. «Например, у нас в семье. Но чтобы так удивиться...» Узбек смеялся. Но увидев, на какие парни идут уловки, он решил еще раз пересмотреть их проект. Раз они так упорно пытаются добиться своего, то и в работе будут проявлять настойчивость. Он поверил в них, а сейчас посоветовал парню не упускать свое счастье. Дэнни поблагодарил инвестора, ведь благодаря ему он нашел свою любовь. Родилось не только новое дело, но и новая семья. Мать Замиры поставили на ноги. Парень помог с лечением мамы, а Замира всерьез занялась сольной карьерой. Такое стечение обстоятельств помогло сделать много добрых и полезных дел. Стартап выстрелил. Дэнни с Замирой поженились. Мама встала на ноги. Девушка строила успешную сольную карьеру. Если вы думаете, что в жизни нет просвета, то это не так. Просто еще не время. У кого чистые помыслы, тот обязательно окажется в нужном месте в подходящий момент.